Всем привет! Совсем недавно в сети несколько инсайдеров опубликовали фотографии защитного чехла Xiaomi 12 Ultra. А это нам говорит о том, что скоро смартфон появится на прилавках магазина. А также фото дает окончательное представление о дизайне задней панели устройства. Позже мы получили простые рендеры. А сегодня уже на просторах интернета появились так называемые более качественные рендеры, выполненные по мотивам предыдущих изображений. Сразу что хочется сказать, официально на данный момент, как будет выглядеть смартфон, не подтверждено. Но как это часто бывает, рендеры имеют очень много правдивой информации. Так что не исключено, что Xiaomi 12 Ultra и правда будет выглядеть как-то так, пускай и с некоторыми отличиями. Итак, если посмотреть на рендеры, то сразу замечаешь огромную камеру Leica. Блок занимает больше трети корпуса. На мой взгляд, это очень напоминает смартфон Huawei Mate 30. Можно увидеть много модулей и датчиков, но в серийной модели модулей будет гораздо меньше. Взять хотя бы наличие сразу двух перископных модулей. Этого не будет наверняка. Уже на протяжении нескольких месяцев в сети периодически появляются утечки о данном смартфоне. И уже сегодня известны практически все технические характеристики его. Итак, основные фишки смартфона: это мощный процессор Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, изогнутый 2К дисплей. Основной модуль камер получит сенсор Samsung Gen 5 на 50 мегапикселей, Android 12 с интерфейсом MIUI 13 из коробки, ну и конечно же цена всего $1350. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Первое, что хочется отметить, смартфон получит большой Super AMOLED дисплей с технологией LTPO и разрешением 2К. Кроме того, ожидается адаптивная частота обновления от 1 до 120 Гц. Преимущество таких экранов — это автоматизированный динамический контроль частоты обновления экрана, а также энергопотребление становится ниже на 10-15%. LTPO — это прорыв, поскольку не требует дополнительных компонентов между контроллером дисплея и графическим процессором для обеспечения динамической частоты обновления. Xiaomi 12 Ultra получит до 16 гигабайт оперативной памяти. Также будет модификация, которая будет иметь 18 гигабайт оперативной памяти. LPDDR5X. Флеш памяти будет до 512 гигабайт. Но самое главное, на что обращает внимание каждый пользователь, это, конечно же, цена. По предварительным данным, смартфон Xiaomi 12 Ultra будет стоить $1350. Давайте посмотрим основных конкурентов на данный момент. И так как всегда я захожу на e-каталог и воспользуюсь подбором по параметрам. $1350 это плюс-минус 99 тысяч. Давайте же возьмем цену до 110 К. Как вы видите, 22 модели, но мы знаем, что в этой конфигурации смартфон получил 128 гигабайт памяти, всего лишь 8 моделей. Это iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy S21 Ultra, Google Pixel 6 Pro и Asus ROG Phone 5s. Но основной конкурент Xiaomi 12 Ultra — это, конечно же, iPhone 13 Pro Max. Как вы видите, цена у данного смартфона очень и очень большая. Но e-каталог сделал все за вас, то есть вам не нужно заходить в каждый магазин и смотреть стоимость данного смартфона. Пожалуйста, здесь вы можете выбрать того продавца, который вам предоставляет максимум скидки. А также, что немаловажно, есть отзывы реальных покупателей. Прочитав их, вы можете для себя что-то отметить. И если у вас остались вопросы, задавайте их в обсуждении, вам обязательно
ответят. Ссылочка на e-каталог будет в описании под видео. Аппаратная платформа Xiaomi 12 Ultra выступит с Snapdragon 8 Gen 1. Мы получим трехкластерную архитектуру. Большое ядро Cortex-X2 работает на частоте 3.0, 3 ядра Cortex A710 трудятся на частоте 2.5 и 4 малых ядра Cortex A510 на частоте 1,79 ГГц. В однопоточном режиме в Geekbench система набрала около 1200 баллов, а при использовании всех ядер результат составил 3900 баллов. Платформа получит графический процессор Adreno 730, процессор обработки изображения Spectra 680, что является достаточно интересным решением. Ожидается, что при тестировании в AnTuTu процессор сумеет преодолеть барьер в 1 миллион баллов, установив рекорд в своем классе. К фишкам стоит отнести 2 стереодинамика, а также защиту от пыли и влаги. Что немаловажно, из коробки смартфон будет работать на Android 12 с интерфейсом MIUI 13. Система богата на различные функции, упрощающие взаимодействие пользователя с девайсом, что является действительно очень большим плюсом. Ожидается, что смартфон получит аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Будет и быстрая беспроводная зарядка на 70 или 80 Вт. Какая именно, сейчас информации немного. На данный момент столь быстрая зарядка возможна только при использовании двух аккумуляторных элементов. Только так можно добиться хорошего отведения тепла, а также сделать смартфон тонким и легким. Так и сделает компания Xiaomi. Тыльная камера 50 плюс 20 плюс 12 мегапикселей. 10-кратный оптический зум. Селфи-камера подэкранная или выдвижная, двойная, с датчиками на 32 мегапикселя и 8 мегапикселей. Если слухи подтвердятся, Xiaomi впервые будет сотрудничать с Leica. Немецкий производитель объективов уже много лет успешно работает с компанией Huawei. Основной модуль камер получит сенсор Samsung GN5. В качестве ключевой фишки новинки компания продвигает сверхбыструю технологию фокусировки Dual Pixel Pro, уже знакомую нам по GN2, однако основанную на той же структуре пикселей FDTI, которая обеспечивает снизить перекрестные помехи в сравнении с применяемой ранее BDTI. Для съемки в условиях слабого освещения применяется Binning 4 в 1, выдающий на выходе яркие 12-мегапиксельные снимки с минимальными шумами. Запись видео возможно вести в формате 8К 30 FPS, а также 4К 120-60 FPS и 1080p 240 FPS. Премьера Xiaomi 12 Ultra ожидается в первом квартале следующего года, в то время как Xiaomi 12 и 12 Pro дебютируют до конца месяца. Ну что же, ребята, я очень рад, что если все-таки это случится, что компания Xiaomi будет сотрудничать с Leica, это будет просто прорыв. Это будут сумасшедшие смартфоны, которые действительно будут в топе DxOMark. Ну и сейчас компания Xiaomi не слабый конкурент, но все же вы должны понимать, что это большой скачок вперед. И как вы видите, все самое топовое. Кто-то скажет, $1300, что он говорит, какой-то бюджетный смартфон. Но это самый крутой флагман, который сейчас есть у компании Xiaomi. Вы должны понимать, что вы получаете все и сразу за $1300. Сейчас самый новый смартфон, не знаю, от компании Xiaomi стоит намного дороже, но там чуть-чуть характеристики похуже. Но вы должны понимать, что компания Xiaomi с каждым годом делает свои девайсы все лучше и лучше, и цена, естественно, возрастает. Ждем презентацию, ждем смартфонный обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.